Добрый день, дорогие коллеги. Продолжаем наш цикл душевных интервью Камина. Сейчас у нас в гостях Евгения Киселева, директор по развитию MedPoint24. Да, здравствуйте. Евгения, спасибо вам большое, что пришли. Смотрела ваше интервью ранее, и в целом вы производите впечатление очень душевного человека. Спасибо. Вот в целом, директор по развитию на мероприятии по охране труда. Вот расскажите, пожалуйста, потому что обычно развитие — это про деньги, это про продажи, про маркетинг. Как здесь вообще вписывается охрана труда в эту концепцию? Ну, тут, наверное, вопрос в том, что несет компания, да, на эту конференцию, вообще в охрану труда и так далее. У нас со специалистом охраны труда одна цель и одна идея. Мы делаем труд безопасным. Это наш лозунг, мы этим живем. И ведь на самом деле специалист охраны труда должен не только следить за безопасностью труда, за недопущением ЧП, ДТП и так далее, но и за тем, чтобы процесс рабочий был комфортным для всех вокруг, как для самого специалиста, так и для работника. И наша система, наш продукт, именно вот автоматизация предрейсовых, предсменных, послерейсовых, послесменных медосмотров, это как раз про это. Про то, чтобы сделать труд безопаснее, про то, чтобы улучшить качество жизни сотрудников, про то, чтобы контроль за этим процессом был легким, прозрачным, всесторонним, и чтобы, в принципе, сам этот процесс полноценно осуществлялся и действительно упрощал бизнес-процесс организации. Поэтому здесь одна цель, вот и все общее. Потрясающе. А на каком этапе происходит именно вот эта автоматизация процессов медосмотров? Есть 835 приказ, это приказ 835Н, который предписывает необходимость проведения предрейсовых, послесменных, послерейсовых и, соответственно, послесменных медосмотров для сотрудников определенных категорий. То есть это водители коммерческого пассажирского транспорта, это сотрудники опасных производств и так далее. Ежедневно сотрудник должен этот медосмотр пройти, обязан, да, законодательством, чтобы приступить к своим рабочим обязанностям. И для многих компаний организация классического метода проведения вот этих ежедневных осмотров практически невозможна. Бывают компании, у которых очень много отдаленных филиалов, отдаленных территорий, где транспортировка медицинского работника может занимать от 4 до 8 часов в одну сторону. Бывают компании, у которых, например, на отдельной точке проходит медосмотр только один человек. Например, это очень часто встречается в электрических сетях. Бывают компании, где, в принципе, например, массовый выпуск требует присутствия большого количества медицинских работников, и, соответственно, это очень существенные непрофильные затраты. И вот в этих моментах на выручку приходит как раз автоматизация. Это дешевле, это быстрее, это работает круглосуточно, может работать в любой точке страны и легко контролируется. То есть автоматизация заключается в том, что на точке выпуска устанавливается программно-обратный комплекс, водитель или сотрудник самостоятельно проходит медосмотр, следуя подсказкам на экране. Дальше посредством сети интернет данные поступают нашему медику, и медик уже принимает решение о допуске либо недопуске данного сотрудника к его рабочим обязанностям. Он опирается на свои медицинские знания, на историю измерений всех, да, на историю гемодинамики по данному сотруднику. Он опирается на те диагнозы, которые, возможно, у этого сотрудника имеют место быть. И, соответственно, медосмотр становится полноценным, невозможно пропустить какой-то шаг, и за счет передачи данных посредством интернет, за счет цифровизации весь массив вот этих полученной информации хранится в одном месте, с ним можно удобно работать, то есть со статистикой, с аналитикой, делать какие-то выводы и, соответственно, принимать какие-то административные меры. И все это делается не ручками, а, соответственно, автоматизировано, очень легко и просто. Звучит как какое-то будущее, если честно. Ну, вообще, этому будущему уже больше 4 лет, то есть этой разработки значительно больше 4 лет. 4 года она уже активно работает по всей стране, в предприятиях разных отраслей.
Но да, это действительно технологии, к которым мы все когда-либо придем. Мы уже пришли к телемедицине, мы сейчас идем активно к автоматизации медосмотров, мы активно идем к переводу очень многих бумажных документов в электронный вид. И каждый день мы видим какие-то новые вещи, которые вчера еще казались невозможными, а сегодня становятся повседневными и очень понятными. То есть вспомните те же многофункциональные центры услуг. Да. Я вспоминаю 10 лет назад, сколько я стояла в очереди там, за каким-то документом, и насколько это просто сейчас. И ведь тогда тоже это считалось невозможным. А сейчас работает и работает без сбоев. То же самое с автоматизацией медосмотров. Будущее, оно уже сейчас, уже завтра, уже через минуту, уже через час. Очень здорово. Вы знаете, мне кажется, всегда людей выдает то, что они занимаются любимым делом, то, как они выглядят. То есть, вот я могу сказать, что вы светитесь. Вы супер красивая, супер интересная. Спасибо, я засмущалась. Сразу вопрос. Вы занимаетесь любимой работой? Да. Я здесь даже не буду скрывать, мне очень нравится этот продукт, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, мне очень нравится та идея, которую мы несем, да, нашим заказчикам, которую мы несем в рынок. И вообще очень сильно вдохновляет то, когда ты стоишь у истоков чего-то. То есть 4 года назад автоматизация воспринималась в штыки. Да. Она воспринималась настолько в штыки, что оспорить было крайне сложно, и переубедить было крайне сложно заказчиков, что это работает и может работать. Сейчас все единогласно говорят о том, что это должно быть срочно внедрено повсеместно, это работает, это круто. И то, что ты участвуешь вот в этом формировании мнения, причем мнения большого количества людей, это на самом деле безумно будоражит и вдохновляет. Это круто, это очень здорово. И когда-нибудь там, когда были люди, которые там создавали первые телефоны мобильные, сейчас смотрят на то, какой это продукт, и, наверное, чувствуют какую-то гордость, да, я думаю, что когда-нибудь и мы, те, кто занимаемся этим сейчас, вот внедрением этих технологий в жизнь, мне кажется, когда-нибудь мы тоже будем смотреть, как это все поменяется и станет круче, больше и повсеместно, ну и тоже, наверное, будем чувствовать какое-то свое участие, свое влияние на этот процесс изначально. Может быть, тут даже будет какая-то революция в поликлиниках и системе здравоохранения обычных Дай граждан. дай бог, потому что цифровизация сейчас активно и в эту историю идет, конечно, и чем, мне кажется, больше это все будет сводиться в единые массивы данных, да, чем больше будет сохраняться истории, чем доступнее будет каждая услуга, даже элементарно измерить давление где-то вот на улице, в торговом центре, еще что-то, и причем, чтобы это давление попало тут же к тебе в медицинскую карточку, тем проще будет делать жизнь лучше, тем проще будет вовремя как-то влиять на здоровье, да, человека. И в принципе, мне кажется, это сделает жизнь гораздо комфортнее. Согласна с вами. Вы знаете, вот я сейчас прогоняю себя в мозгу и понимаю, что в целом такая история, она возможна сейчас в России и в паре стран еще, которые есть в мире. Потому что там, допустим, в той же Японии ты можешь расплатиться карточкой вот через эту переводную фольгу. Да-да-да. Там в Германии вообще невозможно. Иногда есть рестораны, где нельзя карточкой расплатиться. Вы как-то выстраиваете уже международные связи, вот, потому что это реально это поле, это голубой океан для Медпоинт 24, чтобы стать... Соглашусь. На самом деле, хорошая идея никогда не приходит в одну голову. И, конечно, есть страны, которые уже активно автоматизируют медосмотры, где это абсолютно законно, легально прописаны все поправки, приняты все приказы и так далее, которые допускают именно такую форму проведения этих медосмотров. При этом есть страны, которые об этом практически не знают. В последнее время популярность этой услуги активно растет, и к нам действительно очень часто обращаются представители Республик Беларусь, представители с Азербайджана и с многих-многих стран ближайшего зарубежья, которым действительно интересно попробовать эту инновацию у себя на территории. То есть мы ведем с ними переговоры, мы смотрим на то, насколько их законодательство может это позволять, насколько мы можем обеспечивать всю поддерживающую инфраструктуру на этих территориях. Ну и я думаю, что в ближайшее время будем активно шагать
за пределы границ Российской Федерации. Ой, да будет так, потому что идея действительно гениальна, безопасна, еще в условиях этого ковида, который всем уже оскомину Да. набил. Хочется минимизировать контакты, лишний раз ни с Согласна, кем не согласна. пересекаться, и врачам облегчает нагрузку. Абсолютно солидарна. А вот скажите, пожалуйста, какими качествами нужно обладать вам, руководителю, ну и вашим коллегам для того, чтобы успешно реализовывать вот политику компании, нацеленную на развитие? Вы знаете, я бы не хотела говорить, наверное, о каких-то хард-скиллах, потому что научить можно чему угодно и кого угодно. Но это мое личное убеждение, научить человека можно. Но есть личные качества, которые, я считаю, в любом, не только в нашем, да, наверное, в любом процессе очень важны, и без них, наверное, никак. В первую очередь это честность. То есть нужно обладать честностью не только по отношению к заказчику, да, коллегам, но и по отношению к самому себе. Ты должен честно понимать, что ты можешь дать компании, что компания дает тебе, что ты можешь сделать для общего развития, готов ли ты двигаться с этой компанией вперед. И насколько ты вообще любишь этот процесс, насколько ты в него веришь. Вот. Это, на мой взгляд, очень важно. Быть честным и с окружающими, и с самим собой. А второе, что в нашем деле очень важно, ну, повторюсь, не только в нашем, это, наверное, ответственность. Потому что в нашем случае мы настолько связаны, близки к человеку, к сотруднику, чье состояние здоровья может отразиться, ну, в плохом случае очень негативно и на его жизни, и на жизни окружающих людей, что каждый сотрудник компании, каждый специалист должен четко понимать, что от его действий, от того, сделал он это сейчас, ровно в срок, правильно, точно и полноценно, зависит то, как завтра кто-то выйдет в рейс и будет ехать по дорогам вместе с нами. И это на самом деле хорошее качество не только для человека и сотрудника, но и для компании. То есть быть ответственным, выполнять те обязательства, которые компания на себя взяла. И третье, наверное, такое очень важное, это вовлеченность. Вовлеченность в процесс, потому что каждый сотрудник, чтобы быть максимально эффективным, должен понимать свой вклад в общее дело. Он должен понимать, что он делает для того, чтобы расти вместе с компанией, чтобы росла компания, чтобы она становилась лучше, круче, и чтобы труд в ней приносил ему гораздо больше удовольствия. И вот вовлеченность, без нее, наверное, вообще никуда. Сами знаете, невовлеченные сотрудники очень быстро перегорают и перестают на самом деле приносить пользу и себе, и компании. Да. Поэтому, наверное, вот эти три вещи, на мой взгляд, они самые такие важные и критичные, чтобы двигаться дальше и чтобы действительно делать свое дело качественно. Согласна. Да. Вот по поводу вовлеченности, честности, это же все так взаимосвязано, действительно. То есть посмотреть на себя, понять, что вот где-то, может быть, я проседаю. Честно, скажите, были ли у вас такие моменты, когда вот, хотелось так, может, все, бросить? На самом деле, когда у меня возникает такое ощущение, что мне не хочется утром идти на работу, я увольняюсь. Потому что вот это вот профессиональное выгорание, его очень сложно предотвратить. Очень сложно. Это нужно либо перестроиться, либо заняться чем-то другим, либо еще что-то. Со мной это случается обычно очень не скоро, крайне редко, именно тогда, когда я уже понимаю, что я сделала все, что дальше некуда двигаться. В этом случае такого не было. Были моменты каких-то таких маленьких разочарований, когда там, допустим, в 17-18 году мы ждали закон, мы все вот с воодушевлением понимали, что вот-вот случится приказ, и мы будем абсолютно прописаны черным по белому легально, и потом раз, и закона не случалось. И как-то вот этот момент просто он немножечко останавливал, надо было собраться, двигаться дальше. С точки зрения именно выгорания, какого-то опускания рук, нет, не было, потому что, повторюсь, очень вдохновляет то, чем мы занимаемся. То, что каждый день мы можем давать что-то новое в этот рынок, что мы придумываем какие-то
инновационные решения и двигаемся вперед, вперед, вперед. То есть сегодня мы уже всегда не такие, как были вчера. Поэтому это классно. Вы звучите сейчас как такой мотивационный оратор. Интересно. Люби, что делаешь, и ты никогда не выгоришь, по большому счету. Ну, на самом деле это ведь правда. Это правда, потому что как бы там ни говорили, куда бы мы ни посмотрели бы, на какие бы то ни было там истории успеха, ведь их всех объединяет, всех этих людей, всех этих успешных бизнесменов и так далее объединяет одно. Они любили то, что они делают. Ну и они были ответственны за это действие. Поэтому они чего-то и добились. Кстати, что для вас успех? Личный или успех компании? Давайте назовем его профессиональный. Профессионально, ну, наверное, в моем случае, так как я все-таки отвечаю за развитие, за взаимодействие с партнерами, с заказчиками, в первую очередь для меня важно, чтобы мое мнение считалось и было для заказчика все-таки авторитетным, чтобы заказчик мне верил и говорил о том, что вот эта компания полностью, всесторонне показала нам там все риски, возможности и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть вот именно вот эта возможность профессиональной экспертной консультации и профессиональной экспертной настройки процесса для компании, для меня это уже успех. Если к тебе прислушиваются, значит, ты добился чего-то большого в этой области. И, к счастью, сейчас мы обращаем внимание, к нашей компании как раз прислушиваются. И к нам обращаются и за консультациями, и за разъяснениями и так далее, и нам верят. И это здорово. Это интересный подход, но и он максимально честный. Да. А зачем придумывать что-то, зачем что-то изобретать? Мы сталкиваемся часто с тем, что есть, к сожалению, недобросовестные организации, которые начинают лукавить относительно автоматизации, рассказывать сказки и так далее и тому подобное. Но ведь по факту это работает в короткой продаже. Когда ты вот что-то продал один раз, Да, обманул человека, он к тебе больше на самом деле не вернется никогда, но тебе и не надо. Да? А если мы все-таки выстраиваем какие-то долгосрочные отношения, долгосрочные, взаимовыгодные какие-то, партнерские, я бы даже сказала, то все-таки мы должны быть нацелены на максимальную объективность и прозрачность того, что мы вот внедряем. Далеко не для каждой компании будет, например, комфортен процесс вот автоматизации медосмотров. Если собственнику бизнеса абсолютно неважно, в каком состоянии его сотрудники выходят в рейс, главное, чтобы они вышли, ну, то поверьте, наверное, его выход, как бы это дико ни звучало, это незаконно, это неправильно и так далее. Но он будет пользоваться штамповкой, он никогда не будет проводить медосмотр полноценно, потому что ему без разницы. Да. Вот. Если же мы говорим о компаниях, которых, к счастью, сейчас на рынке все-таки большинство, и которые действительно осознают ценность человека, все имиджевые риски, финансовые и так далее, и так далее, и так далее, и все-таки уже идут в историю действительно охраны труда и превентивного управления рисками, да, то есть не уже произошло, давайте наденем на него каску, чтобы все думали, что он был защищен, давайте наденем каску, чтобы с ним ничего не произошло. Вот такие компании, для них, да, для них автоматизация будет работать, но мы должны все равно, внедряя этот процесс, максимально адаптировать персонал, максимально подготовить заказчика ко всем возможным сложностям, да, максимально это все минимизировать. А здесь без честности Согласна. оно все равно потом выплывет. Все равно. Любая ложь становится, когда ты открываешь, что просто за собой это несет. Подходит уже к концу время заключения. Я стараюсь так или иначе беседу свести к финальному вопросу. Вам его задам прямо. Скажите, пожалуйста, в чем для вас баланс? Хочется сказать, что, ну, во-первых, я стараюсь все-таки соблюдать некое равновесие между работой и личной жизнью. Для меня это очень важно. Я считаю, что есть семья, друзья, близкие мне люди, есть, соответственно, мой рабочий процесс.
То есть с точки зрения там, друзей, близких людей, семьи, это моя дочь, она мой вдохновитель и мотиватор. А с точки зрения работы, это моя команда. Это молодые, классные ребята, очень крутые, с которыми я молодею. Я просто вот смотрю, я с каждым годом с ними моложе и моложе, и как бы в их коллективе я уже 4 дня рождения отметила, и мне кажется, что вот даже сверяя фотографии, что я с ними просто иду назад куда-то. Да, я расту с ними профессионально, и это круто, но при этом душой я становлюсь моложе и смелее, и как-то появляется какая-то вот эта дерзость и все остальное, то, что раньше держалось в какой-то там строгости и так далее, сейчас становится все проще и круче. Прекрасно. Я желаю вам успехов. Пускай ваше дело, которым вы сейчас так горите, только вас еще больше большое. Вдохновляет, зажигает. Спасибо. Было очень приятно с вами общаться. С вами тоже безумно интересные вопросы. Спасибо. Спасибо.